Всем привет! Меня зовут Арина, я художница Рицарди, и в этом видео я расскажу о том, что же такого меня бесит в рисовании. Есть определенные вещи, которые очень раздражают в творческом процессе, и, возможно, когда вы услышите про мой опыт, сами выдохните с облегчением, потому что поймете, что так практически у всех. А еще расскажу о том, как сама справляюсь с самыми раздражающими вещами в рисовании. И первый момент — это абсолютно непостоянный результат. То есть, как бы хорошо ты не продумал концепцию арта, когда ты садишься его реализовывать, получиться может абсолютно все, что угодно. И у этого феномена есть две стороны. Положительное заключается в том, что иногда ты, не ожидая от себя какого-то невероятного результата, выдаешь свой максимум, то есть работа буквально обходит по уровню все твои предыдущие. И это такой приятный бонус и очень сильно, конечно, мотивирует продолжать рисовать. Но тебя это может подвести в очень важную ситуацию, когда ты, например, выполняешь работу на конкурс или же на заказ, ты, будучи уверен в своем результате, сталкиваешься с таким явлением, как просто не получается, просто ничего не идет. И мне кажется, это даже не зависит от нас самих. Как бы мы ни пытались себя дисциплинировать, ввести в какую-то систему, такой вот сбой периодически происходит. В этот момент я всегда очень одновременно и злюсь, и расстраиваюсь. Это вот, знаете, такое состояние отчаяния. Но нужно просто на какое-то время отстать от себя. Да, я понимаю, что иногда бывают срочные заказы, очень жесткий дедлайн, но под фразой «отстать от себя» я имею в виду на время взять и вот эту информацию, все эти мысли просто выдернуть из головы и отвлечься. Я не нейробиолог, поэтому я не смогу вам здесь супер по-научному объяснить, что именно я имею в виду. Но мне кажется, что даже когда мы пытаемся отвлечься, все равно вот эта мысль о том, что нам что-то нужно сделать, она таким грузом на нас давит, и мы ощущаем эту тяжесть. И поэтому очень важно хотя бы на 1 час, хотя бы на такой небольшой промежуток времени просто выпасть из этой реальности и дать мозгу отдохнуть, потому что проблема всех творческих людей заключается в том, что мы на самом деле постоянно находимся в режиме работы, наш мозг постоянно чем-то занят, мы постоянно прокручиваем разные идеи, задумки в голове, и поэтому мы иногда просто чувствуем, что все, мы не можем уже больше ничего делать, мы просто выдохлись. Так вот, что я еще хочу сказать по поводу непостоянства результата. Здесь, мне кажется, самым логичным и рациональным будет обратиться к такой чистой математике, статистике. Опять же, если какой-то невероятный результат вы выдаете 1 раз, это не значит, что все последующие работы будут выполнены на том же уровне. Это то же самое, как писать, например, пробник ЕГЭ. Вы 5 раз написали экзамен примерно на 70-75, и вот пишете на 90. Это не гарантирует вам то, что следующий пробник у вас тоже будет на 90, потому что на 90 вы напишете тогда, когда в среднем будете писать от 88 до 95. То есть вот этот невероятно красивый арт — это не то чтобы исключение из правил, это скорее максимум ваших возможностей, но это не среднестатистический показатель. Я не знаю, возможно, я вас сейчас слишком сильно гружу, просто все то, про что я рассказываю, меня безумно бесит. И, наверное, только какая-то рациональность, опять же, математика, что иронично, меня очень успокаивает. Потому что когда ты творческий человек, что буквально является синонимом иррациональности, на самом деле отличным решением будет обратиться к рациональности и логике. Следующий пункт, который я замечаю в последнее время, от чего он меня безумно бесит, это неравное распределение навыков рисования. Знаете, я профессионально катаюсь на этих американских эмоциональных горках, когда сначала мне кажется, что вроде бы я неплохо рисую, потом я смотрю на работу и думаю, боже, какой-то кошмар, и так постоянно. Но весь прикол заключается в том, что эти качели я устраиваю себе сама. Потому что иногда кажется, что если у тебя получилось хорошо нарисовать голову человека, это значит, что ты в целом хорошо рисуешь. Или же наоборот, если ты видишь, что что-то получилось у тебя плохо, все,
это значит, что ты ужасный художник. Но это не так работает. И здесь я приведу пример с изучением иностранного языка, потому что там у меня абсолютно такие же переживания. Я, например, могу достаточно свободно разговаривать на английском, но иногда абсолютно затупить, читая научный текст. То есть иногда я ощущаю себя так, словно это мой второй язык, а иногда так, словно я вообще его никогда не учила. Ну, я, конечно, утрирую, но действительно есть два таких совершенно разных состояния и восприятия своего уровня языка. И в целом, когда мы обсуждаем, насколько хорошо владеем тем или иным языком, мы ссылаемся к этой шкале от A1 до C2, и поэтому самому сложно понять, так, какой букве я соответствую, потому что нам кажется, что если мы говорим про уровень, например, C1, то обязательно все, что включается в процесс обучения новому языку, должно соответствовать C1. И мы начинаем анализировать наши навыки, и мы видим, так, говорю я вроде бы уверенно, но вот со слушанием какая-то проблема возникает, и какой тогда вообще у меня уровень. Но дело в том, что это как раз-таки абсолютно нормально, что каждый из наших навыков находится на разных уровнях. То есть, например, говорение у нас может быть на уровне C1, C2, письмо на уровне B1. И когда я говорю, что это нормально, я не имею в виду, что это стандарт, это правильно, просто мы все люди. И действительно очень сложно в одно и то же время прокачивать и наше чтение, и слушание, и говорение, и письмо. Но к чему я вообще говорю про иностранные языки? Дело в том, что с рисованием абсолютно то же самое. Просто почему-то я не задумывалась об этом раньше. То есть меня безумно бесит, когда я смотрю на собственную работу и вижу, что, например, одна из ее частей выполнена на хорошем, высоком уровне, а другая уступает. И этот контраст очень сильно бросается в глаза. И я постоянно думала о том, что, со мной что-то не так. Почему как будто бы у других художников их навыки равномерно распределяются, а у меня вот такая проблема. Но потом, когда я стала сравнивать свою ситуацию с опытом изучения иностранных языков, я поняла, что это абсолютно нормально. И поэтому я специально выбрала спидпейнт этого арта, чтобы показать вам разницу своих собственных навыков. В этом арте, как мне кажется, заметен прогресс в рендеринге лица. Но, кстати, я думала записать отдельное видео, почему мне в целом не нравится подобный покрас. То есть, в целом, лицо вышло неплохо, я бы сказала. Но как же сильно это контрастирует с всем тем, что находится ниже лица. В особенности это шубка, рука, книга. Это просто плохо. Работа над этим артом открыла мне глаза на мой собственный уровень рисования, скорее даже на потенциальные проблемы, которые, опять же, можно решить. Когда я нарисовала лицо, и я начала именно с него, потому что, ты получаешь удовольствие, когда рисуешь лицо, я была абсолютно в себе уверена насчет работы над всей остальной частью. И тут-то меня и ждал подвох. Потому что мне казалось, что, если у меня лицо получилось на таком уровне, значит, все остальное будет легко и просто. И получилось так, что само лицо я нарисовала достаточно быстро, а со всем остальным мучилась невероятное количество времени. И это помогло мне понять, что так, над этим надо работать. Надо попробовать подтянуть остальные части, которые, например, не соответствуют моему стандарту рисования сейчас. Мне хочется просто донести то, что есть разные вещи, которые могут очень сильно бесить в рисовании, прям знаете, раздражать. И вы будете думать о том, что, возможно, с вами что-то не так, и это вы как-то странно воспринимаете свой процесс рисования. Испытывать раздражение от каких-то вещей в рисовании — это абсолютно нормально. Мне просто хотелось поговорить на эту тему, чтобы, возможно, если вы сталкиваетесь с похожими проблемами, вы просто немножечко расслабились, поняли, что вы такие не одни, потому что мне это тоже помогает. Творческий процесс, он не состоит на 100% из невероятно приятных эмоций. Какие-то вот такие штуки, которые нам кажутся, возможно, это только у нас, это абсолютно естественный момент, и когда вы понимаете, что это нормально, становится легче. Это вот знаете, как лютеиновая фаза, абсолютное зло. Так вот, в рисовании тоже случается такая лютеиновая фаза.
И на данной художественной метафоре и позитивной ноте я заканчиваю видео о том, что же меня бесит в рисовании. Будет интересно прочитать, что вас раздражает в творческом процессе. И спасибо большое за просмотр. До встречи в следующих видео.